Ну что ж, всем привет, и да, как вы уже поняли и догадались, наверное, мы будем делать вот такой вот шлем из метро Исход. Достаточно красивый получился, лично мне действительно очень понравился его внешний вид, не ожидал, что получится вот так вот. Ну и это первый случай в моей практике, когда я его только сделал, даже не успел вам его показать, я его уже продал. Да, он уже сейчас скоро уедет от меня, побыл недолго, и это печалит меня, но с другой стороны нужны деньги, да, а он у меня будет лежать просто так. Также, вы бы знали, если вы были подписаны на меня в Инстаграме, ссылка будет внизу. Данный ролик я уже выложил в Инстаграм дня 3 назад, нет, 2 дня назад, состоящий на 2 минуты из 2 видео по минуте. Его уже оценил Дмитрий Глуховский, создатель «Метро», текст, нашумевший фильм, да, и произведение, «Сумерки», там «Будущее» и так далее. Я его фанат его творчества. Это уже 4-й лайк на моем инстаграме от него. Подписываемся, еще раз говорю, даже Дмитрий оценил. А вы что, сидите все еще? Ладно, не суть. Также поработали в этом видео над звуком. Надеюсь, звук вас тоже устраивает. Не знаю, мне так больше, мне кажется, нравится. Будем, если вам так больше нравится, будем и дальше также работать над ним. Без каких-либо шипений, затишей и прочее. Голос мой должен быть хороший в этом видео. Я надеюсь на это хотя бы. Ну и в принципе это все, что я хотел сказать. Да, видео, как вы могли бы заметить, выходит раз в неделю пока что, даже может поменьше. В тот раз 5 дней выдержка была, в этот раз 6. Надеюсь, так и дальше будет. Ничего обещать в этот раз уже не буду. Ну и хотелось бы сказать огромное вам спасибо тем людям, которые пишут мне комментарии, оставляют ваши лайки, да, на моих видео. И если не подписаны, подписывайтесь, конечно же. Это очень сильно помогает мне в развитии, очень сильно мотивирует во всем, на все вообще. Спасибо. Ну а на этом все. Приятного просмотра вам, друзья. А я пойду какаушку попью опять. Ну а прежде чем мы начнем, хотелось бы вам порекомендовать канал моего коллеги по цеху, на котором вы найдете массу контента, связанного с постапокалипсисом, метро, сталкеры и тому подобное, куча артефактов, масок, противогазов и других приятностей. Надеемся на вашу поддержку. Парень действительно старается, и это видно по разнообразию качественных роликов, и как итог заслуживает вашего внимания. Ссылка на канал в описании под видео. Ну а теперь за дело. За основу я взял старую добрую болванку своей головы, сделанную пару лет назад из гипса, и полностью облепил ее фольгой, которую затем обклеил скотчем в 2 слоя и нарезал на части. Полученные детали из фольги я приложил к пенке, которые вы можете найти в фикс-прайсе, они же пазлы, или купить коврик для йоги в Спортмастере за 300 рублей. После того, как все детали были вырезаны, я попросту их склеил, добавив пару запчастей в центре, дабы расширить макет.
Вот наша болванка и готова, и теперь из этой же пенки без каких-либо трафаретов я стал наращивать детали. Когда все это дело обрело хоть какие-то схожести с нашей задумкой, в ход идет техника папье-маше. Это когда берется клей ПВА и куча мелких бумажек, макаем их в клей и кидаем на поверхность. Проделав такое 3-4 раза, бумага станет прочнее камня. Ни в коем случае не советую все это сушить над огнем или строительным феном, так как клей потом испаряется и прочность теряется, соответственно, лучше естественным путем. Вкратце о том, что произошло и чего не попало на видео. Это покрыл я все папье-маше достаточно жестко, но скорее всего буду укреплять, чтобы при ударах, при ранении он не деформировался. Если он будет немножко хотя бы прогинаться, то тогда, конечно же, шпаклевка будет трескаться, падать и ломаться. Шпаклевка это будет следующим этапом. После того, как завершим с каркасом, нарастил все пластилином, все участки, которые не совпадают с оригинальным шлемом. Да, мне нравится вот так вот делать, поэтому ничего страшного, не обращайте внимания. В общем, доработал весь макетик. И теперь покрою его также папье-маше, также бумажкой. Не буду это делать на видео, потому что и так уже много папье-маше. В принципе, вы все понимаете, как это делается. Ну вот так выглядит наша готовая основа, и теперь придется запачкать руки. Берем шпаклевку и выравниваем шлем, желательно немного смачивая его водой. Ну вот мы его немножечко зашкурили, и мы не можем дальше работать с пыльным нашим шлемом, поэтому немножечко пройдемся грунтовкой. А сразу после нее при помощи пористой резины добавляем детализации, которые после забавляем шпаклевкой. Заравниваем, заделываем, чтобы все выглядело красиво.
Ну и не считая очков, финальная стадия нашей детализации — это проделанные отверстия при помощи дремеля в шлеме, которые будут заполняться всякими болтиками, гайками и прочим, как и в принципе и есть в реальности. Ну вот приступаем к самому интересному в каждой работе, это, конечно же, к покраске. Покрасил я сначала в 2 слоя черной матовой краской, затем заизолировал нужные мне места и покрасил хромом. Затем я начал красить, смешав металлическую эмаль с черным колером, и заделал все неизолированные места, которые были окрашены в черный матовый. Да, звучит сложно, но на деле красиво, просто и легко. Ну а в финале мне дали вот такие вот строительные очки, которые благополучно разломал, распилил на 2 части и вклеил с внутренней стороны, которые потом задел немножко шпаклевкой и закрасил. В принципе, на этом-то и все. Ну и что, заканчиваем наше видео на сегодня, друзья. Хотелось бы сказать еще раз огромное вам спасибо за вашу поддержку в комментариях, за лайки, за, ну прям вот большое спасибо за ваши лайки и комментарии, в принципе. Конечно же, если вы не подписаны, подписывайтесь на наш канал. Скоро будут новые видео. Не будем теряться в этот раз. Ну и все. Спасибо, до новых встреч, друзья. Удачи в крафте.